Всем привет! Сегодня с вами обсудим инъекционную ринопластику или изменение формы носа с помощью инъекций или уколов. Много информации в интернете, где с помощью определенных препаратов, уколов, филлеров, еще чего-то, люди якобы изменяют форму своего носа, уменьшают нос, избавляются от горбинки и так далее. Для того, чтобы понять, как все это происходит, и есть ли в этом правда, нужно вспомнить анатомию строения носа. Наружный нос, а именно наружный нос, вы хотите изменить с помощью инъекций, утончить его, исправить, выровнять, сделать ровнее. Он состоит из хрящевой части и из костной части. Как правило, большинство из вас беспокоит горбинка на носу. Вы хотите нос выровнять, сделать его более прямым. Так вот, если вы вспомните и внимательно посмотрите на анатомию носа, вы поймете, что горбинка здесь, она состоит из кости и из хряща. И вы должны понимать, что нет ни одного филлера, ботулотоксина или, не знаю, другого препарата, который бы растворил кость, изменил бы форму кости. Если бы был бы такой препарат, получается, мы могли бы обколоть лицо и изменить форму своего лица, черепа, чего угодно. Но такого не бывает, не существует. Все, что может сделать наполнитель, филлер, на основе гиалуроновой кислоты, например, это заполнить какие-то дефекты. То есть, например, у вас есть горбинка, вы в тех местах, где нос проваливается, добавляете филлер, тем самым нос выравнивается, но нос не уменьшается, нос выравнивается. Визуально он даже может казаться больше, он-то будет ровнее, но больше. И, скорее всего, шире или толще, потому что филлер наполняет. Следующая популярная методика – это с помощью филлера пытается изменить положение кончика носа, угол наклона. Также, как это делается? Это делается с помощью укола вот в эту точку. То есть у вас есть определенный угол между колумелой, нижней частью носа, и губой. Наполняя эту зону, вы этот угол меняете. И визуально кажется, что ваш нос стал более курносым. Но это вы просто наполняете вот эту точку. Филлер не может поднять перегородку, укоротить перегородку, то, как это делает хирург. Филлер не может поднять все связки и мышцы, и тем более поднять, изменить полностью все хрящи. Теперь по поводу изменения формы кончика носа. Что делает филлер? Филлер за счет наполнения кончика, он удлиняет нос, тем самым повышая напряжение, натяжение, и поэтому кажется, что нос по своей структуре становится там лучше, но опять-таки он становится длиннее. То есть уколоть филлер и сделать нос короче невозможно, нереально и нелогично. Вы это должны понимать. Но самое-самое-самое важное, что это очень опасно для носа. Посмотрите выпуски Hit Fuck Up, и там вы увидите, как много осложнений после укола филлера в кончик носа. Может быть некроз, кончик может разъесть, отпасть, все что угодно может случиться. Поэтому это очень-очень-очень опасно. Единственная более-менее безопасная зона, куда можно вводить филлер, это спинка носа. Но, опять-таки, также в Hit Fuck Up мы разбирали случаи, когда пациентка ослепла после подобных манипуляций. И напоследок поговорим про уколы, которые уменьшают, утончают нос. Тоже много информации. Все эти уколы, они основаны на гормонах. Есть гормон, препарат, который уменьшает отек. Он действует на определенные ткани, но он очень-очень опасный. Этот препарат действительно разъедает ткани, уменьшает их, но он не делает это выборочно. Например, только работает с жиром, или только работает с кожей, с дермой, или только работает с хрящом. Вот куда вы вкололи, вот там он все и уменьшает. Поэтому, если укололи неправильно, попали в хрящ, этот препарат может разъесть хрящ.
Или же он начинает разъедать хрящ вместе с наружной тканью, и получаются неровности, получаются ямки. Одним словом, это очень опасно. Это должен делать высококлассный специалист с большим опытом, и лучше, если он это делает под аппаратным контролем, когда он действительно видит, куда колет, в какую точку, на какую глубину. Важно правильно развести препарат и уколоть в правильном объеме. В противном случае будут осложнения, и у вас на всю жизнь останутся неровности или ямки. Поэтому не обманывайте себя, читайте, изучайте, смотрите анатомию, ходите на консультации, смотрите больше видео, и вы будете знать правду. Всем спасибо. Если у вас будут еще вопросы, пишите, звоните и спрашивайте.